В этом видео я расскажу про здание, знакомое каждому гроднецу буквально с детства, потому что именно в этом доме на первом этаже располагался магазин «Игрушка». Да, речь о здании по адресу Советская, 1. Я расскажу его историю, что в нем было, начиная с 16 века и до сегодняшних дней, покажу, как оно выглядело на старых фото, и расскажу историю о людях, которые здесь когда-то были. Так что, если интересно, то начинаем. Здание по адресу Советская, 1 в Гродно было построено еще в XVI веке. Здесь была городская корчма, и на протяжении всей истории несколько раз перестраивалась. Крайняя дата основательной перестройки этого дома – 1742 год. Первоначально здесь была городская таверна, которая в документах именовалась «Дом Мейский гостиный». В 1579 году король Стефан Баторий дал привилей, чтобы корчма освобождалась от налогов по продаже алкогольных напитков, и здесь, в подвалах под низкими сводами, находились лучшие городские винные погреба. Сегодня здесь расположено кафе, имеющее весьма атмосферный вид, а вина в бочках уже не хранят и не продают, но кофе попить можно, а также посмотреть на сводчатые потолки, сложенные из старого кирпича. И даже увидеть фрагмент огромного камня, когда-то лежавшего в основании фундамента. Между прочим, огромные камни использовались как материал постройки стен. В 1742 году эта корчма была перестроена, и здесь был на этом месте построен дворец магнатов Сангушек. И здание приобрело уже более-менее привычный нам вид, от которого кое-что сохранилось и до сегодняшних дней. То, что здание почти не изменилось с XVIII века, очень хорошо прослеживается на старых фотографиях. Вот еще время, когда здесь была фара Витовта, а здесь шикарная компьютерная обработка. Вот в правом углу это дворец Сангушек. Это фотография 1916 год. Здесь уже позже, когда и были автобусы, 50-е, 60-е годы. И, в общем-то, здание довольно узнаваемое и сейчас. Хозяином дворца и трактира был Павел Кароль Сангушка, занимавший пост великого литовского маршалка, а затем его сыновья Юзеф и Януш. Здание расположено рядом с фарным костелом, поэтому часто можно услышать, как старые часы отбивают время сегодня, как и тогда. В XVI веке улица, на которой стоял дом, называлась Виленский гостиниц, позже Виленская, Гимназиальная, Соборная, Доминиканская, а улицей Советской она стала в январе 1940 года. С 1773 года Антоний Тезенгаус, надворный литовский подскарби, взял дом в аренду для размещения кадетского корпуса, а в 1778 здание приобретает уже в частную непосредственно собственность сам Тезенгаус. В XIX веке хозяевами были Левинсоны, и здание сдавалось в аренду квартир и магазинов. Здесь продавали обувь, бакалею, канцелярию, работала аптека, но все же в историю оно вошло как дворец Сангушек. Что интересно, в период польского государства здесь работало туристическое бюро, называлось «Орбиус». Да, тогда тоже были туристические фирмы. Это не изобретение нашего времени. Все как всегда, люди как люди. А после войны здесь уже располагалась диетическая столовая, парикмахерская и «Союзпечать». В настоящее время в здании находится магазин одежды и сувениров «Ратушный». Еще в 2024 году сообщалось, что пустующее здание на Советской, 1 планируют реставрировать. Можно посмотреть, если зайти во двор, во внутренний дворик. Проект предусматривает реконструкцию нескольких нежилых помещений, лестничной клетки и чердака, после чего там появится общепит и гостиница. Можно зайти во внутренний дворик и посмотреть, как это здание выглядит с обратной стороны. Во дворике этого дома до недавнего времени располагалась галерея Крыга, которая тоже закрылась, и о ней напоминает только железная кованая скульптура оленя Святого Губерта. Давно пустующую часть здания, дворовой флигель, на Советской, 1, наконец-то реконструируют.
И полным ходом идет реставрация. Здание входит в состав историко-культурной ценности категории 2 национальной значимости. Дом подключат к электросети, водопроводу, канализации, проведут связь и отопление. И после строительных работ восстановят прилегающую территорию. В рамках проекта наконец-то собираются укрепить существующие фундаменты и демонтировать старые деревянные покрытия, перегородки, перекрытия, лестничные клетки, покрытие пола и пробить новые или заложить старые проемы, удалить старую внутреннюю отделку, а также устроить новое монолитное перекрытие и эвакуационные лестничные клетки. Отремонтируют наружную отделку здания, воссоздав его исторический вид, и приведут в соответствие с архитектурным стилем соседних зданий. И как это здание выглядит с обратной стороны, можно хорошо увидеть, если заглянуть во дворик со стороны улицы Колючинской. И там очень хорошо видно, как вот этот дворовой флигель выглядит сейчас. Можно даже заглянуть в окна, посмотреть, что внутри. Подойти посмотреть на здание можно со стороны внутреннего дворика апарт-отеля «Симашко». Конечно, дворик благоустроен, но здесь очень хорошо прослеживается, вот какие кирпичи были, какая кладка. И даже на некоторых я нашла какие-то надписи. Эта часть здания на Советской 1, в общем-то, давно стояла заброшенная, как видно по состоянию. И здесь был дворовой флигель, судя по описанию. Со стороны апарт-отеля «Симашко» территория благоустроена, и будем надеяться, что точно так же будет и во внутреннем дворике на Советской 1. Когда будете гулять, изучать эти дворики, обязательно заглядывайте на старые окна, смотрите на балконы, какие красивые железные розетки сохранились под ними. И надеюсь, когда здание полностью реставрируют, это будет еще один любимый дворик для отдыха и фотосессии, почему нет. Вот такова краткая история этого дома. Но если что-нибудь интересное, необычное, история о людях, которые тут жили, или событиях, связанных с этим зданием, ну, конечно, есть. И все это я вам тоже сейчас расскажу. Так, в первой половине 20 века в доме работала известная фотомастерская гродненского фотографа Гельгота. И в 1930-е годы, когда здесь уже находился магазин мануфактуры Стефана Глейзера, местные газеты того времени писали так. В ночь на 24 марта 1932 года произошло дерзкое ограбление. Способ и обстоятельства подобной кражи раньше не встречались в городе. В магазин через пролом в стене проникла шайка грабителей, которая вынесла ткани на сумму около 6000 злотых. Это была самая крупная кража за последние несколько лет. Гродненские газеты красочно описывали происшествие, публикуя снимки пролома. Похищены были преимущественно дорогие шелковые ткани, что говорило о спланированном ограблении. Ведь взяли не все подряд, а самый дорогой товар. Значит, преступники разбирались в предмете, так я вам скажу. Но самым загадочным и необъяснимым остался тот факт, что никто из жителей ни этого дома, ни близлежащих домов не слышал никаких звуков во время пробивания отверстий в стене. Вот такая интересная криминальная история. В 1941 году здесь работало фотоателье «Свобода». И после войны в доме размещались промтоварные и продовольственные магазины, а также пивной ларек, куда без него. Уже в 1962 открылась диетическая столовая, и после ее закрытия там некоторое время размещался магазин игрушек. И думаю, многие гродненцы моего и старшего поколения помнят этот магазин. Ах, что это был за магазин «Сказка». Я помню, как ходила сюда с мамой и вспоминаю, что игрушки продавались не через прилавок, как было принято в советской торговле, а стояли в открытую на стеллажах. В 5 лет мне купили здесь немецкую куклу. В набор входил парик из настоящих волос, зеркальце и сменная одежда. Вы не поверите, но кукла до сих пор у меня дома, хотя и больше 40 лет. Парик, кстати, тоже цел. Стоила она, как я помню сейчас, 25 рублей. Сумасшедшие деньги за игрушку в то время. А напишите, кому что покупали, кто что помнит. Какие игрушки были куплены в этом магазине вам? Чем еще примечательно это здание? В 1920-х годах в нем работала парикмахерская, которая, увы, не так давно закрылась. Сейчас на ее месте вот этот магазинчик «Крама Лёля». А ведь парикмахерская была легендарной. Постоянным клиентом был писатель Василий Быков, и у этой парикмахерской была даже своя история, которую я вам сейчас расскажу. Итак, 1926 год, парикмахерская называлась «Михаил и Владислав» по имени своих владельцев.
Позже, в послевоенные годы, парикмахерская уже принадлежала военторгу, и специализировалась она исключительно на мужских стрижках. Сейчас в сувенирном магазине резную дверь украшает ручка от гродненского мастера Яна Перегинца, и мы зайдем, я расскажу вам ее историю. И работал в этой парикмахерской почти с ее открытия легендарный мастер Исаак Григорьевич Майерович. Его еще 12-летним мальчиком отец определил учеником в эту парикмахерскую, и когда началась Вторая мировая война, Исаак Григорьевич стал солдатом войска польского, а затем даже попал в лагерь смерти Маунтхаузен. И после освобождения из концлагеря он вернулся в Гродно и вновь стал работать все в той же самой парикмахерской, где проработал еще 20 лет и был очень известным мастером по всему городу. Среди его постоянных клиентов был писатель Василий Быков, работавший в те годы неподалеку в редакции «Гродненская правда» на улице Советская, 8. В 1993 году парикмахерская номер 2, как она долго называлась, переименовывается в Антей. В древнегреческой мифологии Антей – это великан и силач, сын Посейдона, и одолеть его мог только Геракл. И почти на протяжении 30 лет постоянным клиентом парикмахерской был наш гродненский краевед Виктор Саяпин. Но, увы, парикмахерская, проработавшая почти 90 лет на одном месте, закрылась в 2021 году. И сейчас в этом легендарном месте находится Крама Лёля, где можно приобрести оригинальные сувениры. И еще хочется заметить, что подвальчик, в котором сейчас находится кафе, вырыт не так давно, потому что долгое время здание выглядело вот так. Фасад был сплошной, и никакого входа в подвальное помещение, где сейчас располагается кафе, не было. Вот такая интересная история этого здания. Даже не верится, что оно здесь располагается с 16 века. Удивительно, правда? Замечательно, что все реставрируется, благоустраивается. На здании вешают таблички с информацией о том, что здесь было раньше, и какие исторические названия носила улица в разный период своего существования. Надеюсь, видео понравилось. Не хотелось бы перегружать вас информацией и книжным описанием дат и событий. Хотелось вкратце рассказать и показать самое основное и необычное, как мне кажется. У меня есть телеграм-канал, в котором я также публикую анонсы к своим видео, а также фото и видео с описанием каких-то фактов, не вошедших в видеоролик. Если интересно, присоединяйтесь, ссылка в описании под видео. Отдельно еще хочу рассказать о ретушировании старых снимков. В этом мне помог коллега по инстаграму Владимир. Ссылку на его страничку я также оставлю под видео. Там очень много старинных фото очень хорошего качества. И если видео понравилось, поставьте лайк прямо сейчас. YouTube продвигает только те видео, где есть реакции, лайки либо комментарии. Количество просмотров тут не так имеет значение, как реакция зрителя. Ну и как всегда, всех обнимаю. Всем пока.